Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня у меня обзор на вот эту вот модель. Это не попетельный мастер-класс, это будет краткий разбор модели. Я расскажу от А до Я, как бы процесс моего вязания. Буду ставить скрины, ну то есть с количествами там добавлений, сокращений, вот что именно было у меня, да, вот все в скринах будет. В инстаграме тоже я эти скрины оставлю, если захотите сохранить, ну как шпаргалку. Вот, поэтому подписываемся телеграм, инстаграм, там все будет, именно вот эти скрины из видео, там все будут в посте. Так, значит, что у нас есть? У нас есть, это был запрос, заказ. Вот здесь чуть влажное, это утюг у меня воду пустил, не обращаем внимания. Значит, комбинезон на запах, вот завязки у нас внутри. Это было по видео из интернета, и вот так вот я его как бы попыталась восстановить, ну, воспроизвести вот этот комбинезон. Здесь единственное, что я сделала, видите, высоко сделала вот эту завязку. Вот так вот он выглядит на запах. Ориентировалась я на вот эту схему, девчонки, ориентировочно. Я, допустим, я делала как бы вот по телу самый большой размер и ножки самый большой, с тем, чтобы это было как бы на вырост, да, вот внизу это вот так вот закатить и рукавчик отрегулировать, и получается вот такой вот малышовский маленький. Потом он просто будет расти по мере роста малыша, откатываться штанишки и откатываться рукавчики. Вот такая вот у меня была задумка, поэтому воспользовалась, у меня опыт небольшой в вязании детям, поэтому вот по отношению к размерам, да, вот, поэтому я использовала эту схему. Вязала сверху, пряжа, давайте про пряжу. Вязала из Alize Baby Best антипилинг акрил. Вы знаете, я люблю эту пряжу, она мне нравится. 90% акрил, 10% бамбук. Цвет 119 у меня такой вот серый, красивый, очень красивый серый. Метраж 100 грамм, 240 метров. И вот здесь почти 250 граммов у меня ушло именно вот на мою модель. Значит, это реглан сверху, запах. Далее, что у нас есть? Азиатский росток. Далее у нас есть вот эта ластовица на штанишках. Вот, то есть посадка должна быть отличная, как по мне. Итак, что первое я делала? Первым делом я набирала петли вот от реглана впереда по спинке. Я набирала петли и вязала классический, прям классический реглан в каждом лицевом ряду поворотными рядами, делала добавления. И вот здесь по переду я уже прям сразу начала делать добавления сюда в каждом втором и сюда для реглана, а сюда для V-образного выреза вот этого, для запаха, да. Далее я провязала, кстати, ориентировалась опять же по схеме, сколько у нас вот эта вот линия реглана. У меня 14 сантиметров, самая большая. Ой, я вам забыла измерить свой этот, видите как? Так, подождите. Длина моего, общая длина моего комбеза 59 сантиметров составляет. И до ластовицы 40 сантиметров. Видите, это почти самый большой размер, чуть-чуть поменьше. Вот. И когда я связала реглан, померяю вам, 14 сантиметров, да, линия реглана у меня. Когда я связала до вот этой вот точки, я довязала 2 сантиметра. Вот он, азиатский росток. Вот он. Притом в ростке я добавляла петли, продолжала как бы реглан. Вот я разделила, а на регланную линию у меня было 2 петли, и я разделила пополам. Одна петля вот осталась, и я добавляла, ну вернее как осталась, она ушла в кромочную, а еще одну я отделила и от нее делала добавление. У меня здесь добавление 1, 2, 3, 4,
4. Раз, два, три, 4. 4 добавления по... Это значит, что 8 рядов я провязала этого азиатского ростка. Так, далее потом я тело, спинку оставила, я довязывала рукава, чтобы мне было удобно соединить здесь в цельное вязание. Рукав я вязала почему-то со швом, хотя надо было делать, девчонки, не со швом, а надо было делать цельный. Ну, уж как связала, так связала. Так, здесь я делала сокращения для рукава в каждом 6-м ряду. Вот они. И сколько петель осталось? По-моему, 36 там, да. 36 осталось по итогу петелек. Вот. И общая длина рукава, сейчас я вам измерю, от горловинки 33 сантиметра. Вот. От реглана 19 сантиметров, ну, 19 с половиной, там 19. Вот такой вот рукавчик. И здесь ширина рукава. Здесь ширина 10 с половиной, маленькая ширина 6 с половиной. Вот, это поверху. Потом я соединила это все в цельное вязание. Здесь я продолжала делать добавления. Вот пока я меряла, девчонки, я там не считала, когда я вязала. Вот видите, когда меня устроила величина запаха, вот эту часть нужно перенести сюда, потому что это неправильно. Но это они связаны потом, поэтому это легко переносится вниз. Вот, и будет завязываться нормально. Это я переделаю. Здесь-то у меня как-то все сошлось. Видите, вот здесь ошиблась. Ну, не ошиблась, наверное. Как-то невнимательно отнеслась. И к рукаву, когда я отделяла, ну, вывязывала свой рукав по вот этому ростку азиатскому, я добирала петли. Раз, два, три, 4 петли я добрала и пустила их в рукав. Вот, поэтому оно все у меня вот так вот нарисовалось. Так, значит, что далее? Далее я вязала, пока не достигла вот той конечной точки этого запаха. Видите, я так и хотела, чтобы у меня, сколько сейчас в сантиметрах вам скажу, 6,5, ну 6,5 сантиметров у меня вот здесь вот зазор этот. То есть это я вязала сюда, вот чтобы вам было понятнее, довязала до этой точки. Здесь у меня полностью идентичная деталь, то есть я одинаково добавляла и там, и там. Количество добавлений я вам напишу, посчитаю, чтобы я сейчас при вас не считала быстро, долго. Значит, потом я начала сокращать. Я вот сколько сантиметров провязала, ровно я провязала 3 сантиметра ровно и начала сокращение. Сокращение я делала в каждом 6-м ряду. Сокращение делала и уходила как бы к центру. Вот такое оно плавное. Вот здесь вот тоже с обеих сторон я все делала. Далее я соединила. Здесь у меня внахлёст идет 8 петель. Если это нужно, как бы сам вот этот, ну, сам процесс вот этого соединения нахлёста, я вам сниму видео Reels, как это делается. Это способ шлицу можно использовать, ну, для застежек, как бы. Я соединила и уже вязала по кругу. Далее довязала, вот чтобы была нужная мне длина. Вот. И потом я разделила таким образом. Разделила пополам, потом отделила одну ножечку. Здесь добрала по центру, как бы соединив петлями 12 петель. Так, своеобразный подрез. Да? Ну, по большому счету, ластовица это и есть подрез. 12 петель я добрала и соединила в круг одну ножку. Далее вот этот вот треугольник, я эти 12 петель, вот сколько я набрала, сколько я и сократила в каждом 2-м ряду. Через ряд я делала сокращение здесь по одной петле и здесь с обеих сторон. Вот, когда дошла до того количества петель, которое у меня было в начале разделения, я уже вязала как бы в каждом 6-м ряду, сокращала опять же по 2 петли, девчонки, по 2, везде по 2. Видите, раз, два, раз, два.
Вот, я сокращала эти петли до нужной мне ширины. Далее закрыла петли для лицевой глади. Здесь, девчонки, на ваш выбор. Вы можете закрыть, вы можете резиночкой довязать, вы можете свой размер связать и здесь резиночкой закончить. Я хотела так, чтобы это свободно заворачивалось, чтобы там не было резинки и отворот был свободен. Я еще свяжу носки, которые будут одеваться туда резинкой 2 на 2, гномика я связала резинкой 2 на 2, и это все как бы будет пожениться между собой, и будет, я думаю, прекрасный комплект. Вот вторую ногу я, те петли, которые остались, я добрала здесь 12 уже из этих петель и сделала то же самое, точно так же добавляла. Уже потом по факту я набрала петли, у меня есть Reels, Shorts в ютубе, посмотрите, есть видео, как я делала вот эту кетлевку. Это я уже набирала по факту, и притом набирала вот так вот, смотрела, чтобы это немножечко стягивало полотно, чтобы не было расхлябисто. То есть я визуально там как-то подгоняла. И когда сделала эту петлевку, я ее тут иглой зафиксировала, тогда уже в самый последний момент я делала эти шнурки из 4 петель. Я их вот набирала на спицу и вязала вот этим безотрывным методом шнурка. Видео, я вам добавлю видео, это вот как этот шнурок вязать. Поэтому в шортсах, вы все в шортсах, либо в Инстаграм, в рилсах, вы вот эти моменты найдете. Закрытие петель, вот этот окантовка кетлевкой, и шнурок у меня все будет в рилсах. Вот такие. И схемы, которые я сейчас напишу, ну, то есть вот это количество добавлений, количество петель, это я все пропишу, у вас будет здесь видео, и плюс вы сможете в Телеграм, в Инстаграм это сохранить себе, эти с петельками расчеты, и с удовольствием, я думаю, вы свяжете, у кого хоть какие-то навыки есть вязания реглана, здесь только чулочная гладь. Вот, а сама модель по итогу получается очень симпатичная, очень такая вот необычная, потому что все уже вяжут эти косы, детские косами, детская коса, а хочется какого-то другого какого-то веяния, да, и вот такой вот у меня комбинезончик получился, девчонки. А на сегодня я с вами прощаюсь. Подписываемся на мои социальные сети. Все, чтобы ничего не пропустить, никакие скидки не пропустить. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика, Школа рукоделия. Всем пока-пока.